Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте сегодня посмотрим «Вы и он», такое маленькое небольшое видео, расклад, да, «Вы и он» и что дальше. Я читала в комментариях, кто-то захотел узнать, наладятся ли ваши отношения, да, вот. Если сейчас есть непонимание, потом вопросы, если мы на расстоянии, долго ли будем, потом еще вопросы, вторая половинка ваша, да, вернется, либо вы вместе, но обманывает ли, ну вот такое вот, обманывает ли, предает ли, изменяет ли. Карты такие двойные, с одной и с другой стороны, поэтому так тасую, да? Так, чтобы уж четко, правильно. Ну, такой вот расклад, тоже небольшой, но на вопросики давайте попробую ответить. Правда, в общем фоне, да, в общем. Свое возьмете, чужое как бы откидываете. Угу. Ну, давайте немножко посмотрим. Вы и он. Вы и он. Угу. Вот интересно. Вы сейчас думаете о нем, он думает о вас. Ладно. Ладно. Угу. Сейчас. О, вот это нехорошая карта. А это пятерочка жезлов. Это выход. Так. Вот эта карта как отвернутый император. Спиной император. Дороги. Вы в последнее время, ну, либо вы реально не вместе, вот здесь вот, да, да, в принципе, тоже здесь он как отвернутый человек, думает о своих каких-то деньгах, работах, заботах, но еще и, а как у нее там. И вы тоже по своим делам, а как у него там. Есть. И от вас, и от него идет энергия мыслей вот этих вот, то, что, ну, я скажу, либо почти каждый день, либо каждый день вы об этом думаете. И он тоже. Так, вы сама по себе человек, который терпеть не может обмана, потому что вам нужна ясность. Вообще вас просто, вы, не знаю, да, давайте я скажу обычным словом, ненавидите людей, которые лгут. Даже во благо. Ну вот, по вот этим точно так. Вы постоянно, вот это вот не очень хорошо, но перекручиваете в голове прошлое свое, и поэтому подвешенная ситуация в вашей жизни присутствует. Здесь реально нужно искать выход из прошлого. И, кстати, вы его нашли, и вы знаете, как делать, и вы знаете, где идти, радоваться, как быть, не знаю, но вы почему-то все равно еще до сих пор в каких-то тисках прошлого, но это не по поводу всей вашей жизни, там деньги, дети, передвижение, нет. Это именно по поводу мужчины. Именно по поводу мужчины. Вы как будто бы по прошлому еще. Вы не можете выйти из обид, из каких-то недосказанностей, из обманов вот этого человека, мужчины. Либо вы вместе с ним живете до сих пор, но вас очень сильно выматывает понимание, что раньше было лучше, а потом стало не очень, сейчас вообще подвешенность какая-то. И да, есть обманы. Но это ваши. Мужчина тоже как бы по луне считает, что вы, кстати, тут немножко по-другому идет. Он считает, что вы очень сильный, целеустремленный человек. И с вами очень хочется быть открытым и откровенным. Но по луне он боится, и боится не вас, он боится себя. Он боится себя, хотя пытается себя переделать. Мужчина умеет любить, но не всегда понимает, что это такое. Смотрите, скажу тут сразу. У него до вас
у этого мужчины были женщины или девушки, ну, в смысле, естественно, совершеннолетние, Господи помилуй, да, вот, просто он их так называл, девчонки, девочки, поэтому я так и передала от него как будто этот импульс, энергия. Но любовь настоящую он почувствовал с вами. Там были другие чувства. И если вы вместе, он ее чувствует, но он не знает, как себя открывать. Он боится, у него есть комплексы. А если вы уже разошлись и думаете, а как дальше, да, наладятся ли эти отношения, ну, он хочет этого. Он этого хочет, но воет на Луну, скажу. Он как в Луне, он как в забытии каком-то, он как в непонимании. Он свои комплексы прячет в эту Луну. Ну, давайте посмотрим, что еще карты скажут. Опять шестерочка выходит, здесь тройка, это как работа, вложение и по миру беготня такая, да. Ну, если он, кстати, он любит дальние поездки, но опять же на нервах вечно. Сейчас. Знаете, он транслирует вам что-то другое, не то, что у него внутри. В коробочке. Что-то в коробочке прямо вот. Он хочет показать другое, не то, что внутри. Ага, сейчас я вам скажу, в чем тут. Кто-то из его родственников, ну, близких людей, может, очень близкий друг. Он как будто бы этого мужчину, которого вы сейчас загадали, да, ну, либо о ком вы тут думаете, что вы хотели узнать, он именно вот его, боже, я даже не знаю, он сам запутанный, я не могу это сейчас сказать. Я сама сейчас вот в этом вопросе, я немножко запутанная, как в лабиринте, как и этот мужчина. Его запутали. Вы, вот он вас видит, реально видит, целеустремленный, свободный, очень такой нужный, весомый в этой жизни. Но ему кто-то закрывает как пеленой глаза. Вот вы, то, что он видит, и вот кто-то делает, как закрывает, как пеленой на вас глаза. Поэтому это все в коробочке. Он видит в этой коробочке вас настоящий, хочет, но снаружи кто-то ему путает. И это больше всего как какой-то человек из семьи, его семьи. Либо его друзья, говорю еще раз, из его окружения. Это какой-то человек. По восьмерке он очень хочет к вам вернуться, он очень хочет вам открыться. И по вот этой шестерочке мечей и восьмерка кубков, это реально карты, которые отвечают: я хочу вернуться и хочу поговорить с тобой. Я хочу открыть эту коробочку. И смотрите, если вы сейчас на расстоянии, и сейчас между вами непонимание такое, да, то он очень переживает. Он очень реально переживает, он смотрит, а с кем вы, а как вы. И он хочет прийти с разговором и будет делать выбор. И если он сделает выбор правильный и не будет слушать того человека из своей родни или близкого окружения, то скоро ждите его в гости. Если все, ну, двоечка все-таки. Если все-таки он кого-то послушает, то все равно ждите его в гости, но уже позже, намного позже. Потому что он хочет пойти. Но он постоянно взвешивает все за и против. У него очень много комплексов. У него очень много каких-то непониманий своего двойственного мира. У него двойственный мир. И если он реально всех оттолкнет и поймет, что вы
Это, ну, как, и он, в принципе, знает это, но поймет открыто уже, что вы его любовь, вот настоящая, не такая, как вообще всегда была, у кого-то еще, вот у него вот такая, то он, ждите его, ждите, отношения наладятся. Если нет, тогда, ну, как бы вам решать. Вы от него будете закрыты, и за этой стеной вы найдете свое счастье сами. Императрица вышла. Вы найдете себе счастье сами. Ну, скорее всего, это будет выход из обмана, собственного, кстати, в какие-то новые отношения. Если человек уходит с двойственного пути, вы будете вместе. Мир будет между вами, потому что это карта мира, вы помиритесь, вы поймете, вы поразговариваете, и у вас пути откроются на возвращение. Тогда его родственники, которые лезли в вашу жизнь, они просто уже будут где-то далеко, и очень мало с ними будет общения. Если все-таки он с родственниками, то вам стоит себя перестать обманывать. Но здесь еще могу, знаете, что сказать? Что скрывается за этим поведением его? Здесь прячется его страх и потери чего-то, может, потери даже себя, потому что внушение идет. И скорее всего, еще раз скажу, реальный обман со стороны кого-то. Ну, вот такое. По поводу вас, сейчас. Скрытый мотив, ну вот по семерке мечей, это как скрытый мотив. Он сейчас выглядит как закрытая дверь, и которая пытается вот открыться, поломаться, разломаться, просто вот чтобы ее не было, да, этой двери, но через обман. И этот обман должен рассеяться. Мужчина боится, что ты уйдешь, либо очень много будет плохих слов в его адрес. Но все-таки он должен решиться. А вот вам эта карта. Слушайте, тут иногда вот бывает расклад легкий идет, а потом раз, и реально как закрытая дверь вот здесь вот, и именно на императрицу. Здесь, конечно, есть рыцарь, который прорвет эту дверь, да, вот выйдет из этой оболочки обмана. Но почему-то мне идет еще больше, как вы что, сами себя, может, обманываете? Что вы слишком его любите, а он там вообще и не думает. Нет, он любит, он в коробке 100% носит эту любовь. Просто он настолько зомбирован какими-то людьми или каким-то человеком, что это еще и может быть долго-долго он будет вот в таких мнениях мысленно, хотя душой рвется к вам. Вот душой рвется к вам. Может быть, вы сами себя обманываете немножко, что он вот скоро придет, и все будет хорошо. Будет хорошо, но только вам нужно немножко вот себя вытянуть из этого замкнутого круга. И тогда эта ситуация, она прорвется, и дверь откроется намного быстрее. Но это ответ от карт. Я не знаю, как правильно здесь еще сказать, потому что все-таки, если был личный расклад, я бы сказала, но, мои хорошие, личный расклад пока не делаю. Вот. А в общем, да, вы подумайте, что для вас важнее? Не пугает ли вас будущее в мыслях с этим человеком? Мол, а вдруг он опять меня обманет? А вдруг он опять там что-то делает? У вас наладятся отношения, если вы не будете бояться, если что-то произойдет вдруг. Потому что вы должны приготовить себе уже запасной аэродром, можно сказать, да? А я вот там буду. Я там счастлива. Все, и он тут же прибежит. Он вообще от вас никуда не денется. Чтобы вы никуда больше не уходили. Ну, как-то так здесь карты говорят. А вообще он, да, он под каким-то вот налетом, каким-то, не знаю, как ширма какая-то. Еще и мечевая ширма, острая ширма. Но здесь так карты сказали.
Так что больше, конечно, карты говорят, подожди, ты себя немножко тоже переделай. И смотрите сами, да? Я по картам говорю, но вы смотрите сами, ваше ли это, нужно ли вам это, как вы живете, да? Нравится ли вам, не нравится, смотрите сами. Вот. Но карты сказали, ты себя переделай, потом увидишь, как поступить по своему вопросу. Наладится ли, да, что-то. Вот. Понимания придут. Обязательно понимания придут, но только тогда, когда поймете вы сами себя. По картам так. Вот. Так, ну и чуть-чуть еще по поводу врет ли, если вы вместе, да? Вот. Хотя, может, и не вместе. И думаете, а врет ли он мне там, далеко? Умеет ли он обманывать, карты? Умеет. Обманывать он умеет. Но он боится обманывать. Он умеет обманывать, но боится. Почему? Потому что это его корежит. Опять же скажу, это как будто бы навешенное. Так, ты должен говорить вот так и так, чтобы люди не страдали, лучше обмани. Это ему кто-то навешал. Он любит правду тоже. Он любит правду, он видит, он хочет видеть правду, но он везде ищет подвох, потому что его так воспитали. Да, он умеет обманывать, потому что его так воспитали, и он везде ищет подвох. Даже когда ему четко, прямо говоришь, он будет искать в этом четком обороте слов подвох. Это его проблема, это большая его проблема. Из-за этого по мечевому рыцарю происходят резкие изменения и резкие всплески эмоций, поэтому идет ругань. Ну, все, в принципе, здесь. Надо ли ему верить? Да, кстати, хочет поменяться. Он многое в себе сейчас обдумывает. Потому что бедненько у него в жизни на эмоциональном фоне добра. У него мало добра в жизни. У него мало побед в жизни сейчас. На данный момент у него есть какой-то застой, и он хочет из него выйти. Он с лопатой такой, да, по карте. Ну, есть сомнения, из них он хочет выйти, и подвешенная ситуация у него хочет выйти. Поэтому скажу точно, что в ближайшее время он не хочет, вот пятерка, он не хочет обманывать, он хочет из этого выходить, пятерка мечей. А ты... Давайте последний вопрос, но это не знаю, давайте так. Если вы думаете, что он вас обманывает, допустим, с другой женщиной, есть ли это? Ну, как бы солнышко. Я не знаю, как еще ответить. Солнце. Здесь все открыто. Солнышко — это все открыто. Если бы так было, то да, вроде бы слова, все, ну как-то пасмурно, а здесь солнце. Все открыто. Если он вас обманывает, скоро он проявит. И вы поймете. Если нет, в течение нескольких дней вы ничего не увидите, не поймете, значит, этого нет. Значит, этого нет. Здесь единственное, что у мужчины идет внутренний. Кстати, у вас тоже есть такой внутренний кризис самооценки. Угу. Вы уж не обижайтесь. Но здесь есть королева мечей вышла, и еще и с рыцарем этих пентаклей. Это самооценка у вас огромная должна быть такая, но здесь идет кризис по рыцарю пентаклей. А вообще вы идете на победу в своей личной жизни. Однозначно. Однозначно. Ну, больше не знаю, что еще сказать. Страсть кипит и ангелы. Ангелы стоят. Тут еще сила и новости. Сила и новости защищает вас крыльями. Подсказки пока не хотят никакие делать, спиной стоят, но защита есть, разговор будет, и если подсказка, то только от людей каких-то, ну и то больше как разговор. И сила ваша возвращается. А дьявол сейчас говорит, это страсть. Это больше как страсть идет. Ну, потому что вопрос такой, да, вы и он. Все, на сегодня все. Ну, пишите в комментариях,
Карты хоть немножко ответили вам, что вы хотели знать, да? Напишите в комментариях. Все. Если иногда там встречу ваши какие-то вопросы, может, запишу себе и как-нибудь тоже попробую ответить. Но опять же, в общем раскладе, да, получается. Вот. Личное пока нет, пока я не делаю. Стараюсь, чтобы общий расклад был как можно больше правдивый. И да, уже даже с общего что-то личное, но вы взяли. Как-то, хотя бы по мелочам. Ну, ответы хочется знать. Так что это нормально, это очень нормально. Ну, конечно, а как по-другому? По-любому решаете за себя сами, но какие-то ответики помогают. Угу. Все, до следующего видео, до встречи, на связи. Всего вам самого-самого доброго. И здоровья крепкого, и всего хорошего. И в любви победы. Это обязательно. Это просто карта так не выйдет. Тем более на этом раскладе. Так что в любви у вас в личной жизни нормально, хорошо. Все, всего доброго.